С вами канал «Фронтовая кинолетопись», и сегодня вашему вниманию недавно рассекреченные фотографии немецкой бронетехники, подбитой на северном фасе Курской дуги. В честь очередной годовщины победы в Курской битве были опубликованы несколько секретных документов 1943 года. Но особый интерес для любителей военной истории представляет фотоальбом, подготовленный офицерами оперативного отдела Центрального фронта. Уникальные кадры подбитых немецких танков и самоходных орудий впервые публикуются для широкой аудитории. Специально для данного выпуска многие фотографии подверглись цифровой реставрации. На фоне повествования вспомним о ключевых моментах сражения на северном фасе Курской дуги. В ночь на 5 июля взятый в плен сапер 6-й пехотной дивизии вермахта Бруно Формел на допросе сообщил, что немецкое наступление должно начаться 5 июля в 3 часа утра. Командующий Центральным фронтом Рокоссовский решил упредить немецкое наступление, и в 2 часа 20 минут была проведена получасовая контр-артподготовка. В 4:30 утра немецкие войска перешли в наступление. 9-я армия генерал-полковника Моделя атаковала сразу на 3 направлениях. Главный удар был нанесен по 13-й армии генерал-лейтенанта Пухова силами 47-го танкового корпуса в направлении на Ольховатку. Второй вспомогательный удар соединениями 41-го танкового и 23-го армейского корпусов на Малоархангельск и 3-й дивизиями 46-го танкового корпуса на Гнилец. Завязались тяжелые кровопролитные бои. Несмотря на большие потери, немцы постоянно наращивали усилия и стремились как можно быстрее прорывать главную армейскую полосу обороны. До полудня немецким войскам не удавалось приблизиться вплотную к позициям советской пехоты, и лишь после преодоления минных полей они ворвались в село Подолянь. Советские войска решительными контратаками танковых полков и бригад в взаимодействии со стрелковыми частями артиллерии замедляли продвижение боевых групп армии Моделя. Тем временем немцы силами до 200 танков и САУ возобновили наступление на Ольховатском направлении и ценой больших потерь продвинулись на 6 километров в глубину. С целью восстановить утраченное положение на стыке 13-й и 70-й армий уже во второй половине 5 июля Рокоссовский принял решение провести контрудар силами 2-й танковой армии генерал-лейтенанта Родина и 19-го танкового корпуса Васильева. И утром 6 июля основные силы нанесли удар по немецким войскам. Для командования 9-й армии он оказался неожиданным. И хотя полностью решить поставленные задачи не удалось, тем не менее план стремительного наступления на Ольховатском направлении был сорван. Немцы были вынуждены рассредоточить силы для отражения контратак советских подвижных резервов на довольно широком фронте. Кроме того, только за 5 июля на минных полях и от огня советской артиллерии они уже потеряли более 50 танков и штурмовых орудий. Таким образом, после 2 суток ударная группировка 9-й армии основательно увязла в обороне Центрального фронта. После неудач на флангах 13-й армии немцы сосредоточили свои усилия на взятии ЖД-станции Понари, которая занимала очень важное стратегическое положение, прикрывая железную дорогу Орел-Курск. Станция была хорошо подготовлена к обороне. Позиции были усиленно закопанными в землю танками и большим количеством противотанковой артиллерии. На взятие поселка 1-й Понари 6 июля немцы бросили до 170 танков и САУ, в том числе до 40 «Тигров» 505-го тяжелого танкового батальона. Прорвав оборону 81-й стрелковой дивизии, немецкие войска захватили 1-й Понари и быстро продвинулись в южном направлении ко второй полосе обороны. До конца дня они еще трижды пытались ворваться на станцию, но были отбиты. Проведенный силами 16-го и 19-го танковых корпусов контрудар оказался несогласованным и не достиг цели. Но зато были выиграны сутки для перегруппировки своих сил. 7 июля немцы уже не могли наступать на широком фронте и бросили все свои силы против узла обороны станции Понари. Примерно в 8 часов утра до 40 немецких танков при поддержке штурмовых орудий выдвинулись к полосе обороны и открыли огонь по советским позициям. В 10 часов утра 2 батальонам немецкой пехоты со средними танками и штурмовыми орудиями удалось ворваться на северо-западную окраину 2-х Понарей. Введенный в бой резерв командира 307-й дивизии при поддержке артиллерии позволил уничтожить прорвавшуюся группу и восстановить положение. Через час немцы начали атаку Понарей с северо-востока. К 3 часам дня они овладели совхозом 1 мая
и вплотную подошли к станции. Однако все попытки ворваться на территорию поселка и станции были безуспешны. Утром 8 июля немецкие войска при поддержке 15 танков «Тигр» и до 20 САУ «Фердинанд» вновь атаковали северную окраину станции Поннери. При отражении этой атаки красноармейцы подбили 22 танка, в том числе 5 «Тигров». 2 танка «Тигр» были подожжены бутылками с зажигательной смесью. После полудня немецкие войска вновь безуспешно пытались прорваться в обход станции Поннери через совхоз 1 мая. На поле боя немцы оставили 11 сгоревших и 5 подбитых средних танков. 9 июля немцы для решающего удара собрали оперативную ударную группу под командованием майора Каля из 45 тяжелых танков «Тигр» 505-го тяжелого танкового батальона при поддержке тяжелых штурмовых орудий. Через 2 часа после начала боя группа прорвалась через совхоз 1 мая к поселку Горелое и угодила в заранее подготовленный огневой мешок. Оказавшись под мощным арт-огнем с разных направлений, попав к тому же на минное поле, немецкие танки остановились. Здесь было подбито 18 танков. На следующий день атака повторилась. Но снова немецким войскам не удалось прорваться к станции, оставив при этом на поле боя еще 7 танков и 2 САУ «Фердинанд». Всего же в ходе боев в районе станции Поннери, совхоз 1 мая, немцы потеряли 21 САУ «Фердинанд». Немецкое наступление закончилось 10 июля полным провалом. За 7 суток наступления никаких оперативных, а тем более стратегических результатов достигнуто не было. Хотя по плану «Цитадель» в это время немецкие танки должны были уже замкнуть кольцо окружения восточнее Курска, а 11 июля, не достигнув никаких успехов на северном фасе Курской дуги, немцы перешли к обороне. И в конце выпуска посмотрим кадры фронтовой кинохроники, запечатлевшие подбитую немецкую бронетехнику и награждение бойцов истребительно-противотанкового артполка.